I'm Patrick Lancaster, and right now we're in the Russian-Ukraine war zone in an area controlled by Russia, an undisclosed location, where there are many refugees that Russia has evacuated from the front line, the territories that are among the towns and villages and cities that in the last month Russia has been making a push in taking control of from Ukraine. We're here, we're going to talk to these people about what the real situation is. And this is a special segment of several reports that I'm going to be putting out from here. And we're going to be talking about the results of the United States presidential election, where, as everyone knows, Trump won. And we're going to have to see what these refugees think about that, think about Trump, and how it's going to affect the war here. So please like, share, and subscribe. And remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Let's go get some information. Несколько дней назад был американец выбор, и Трамп выиграл. Что вас думал за это? Ничего. Я не думаю, что там... Ну, Трамп может и лучше что-то придумать. Он же говорил, что я не хочу войны. Да, ну, может быть, если дадут ему. Да, если ему дадут. Да. Если у него сильная команда, он победит и не будет этого. Он же бизнесмен, говорят. В первую очередь. Да. А там посмотрим. Ну, я думаю, что, наверное, маловероятно. Хотелось бы, да, чтобы... Хватит этой войны. Хватит уже войны, этих погибших людей. Они очень много потеряли, украинцы. Тут столько флагов здесь, на могилах. Вот этих вот. Очень много. И такие и в большие... нашем селе были тоже флаги. Да. Ребята, то, что в Украине Да, служили, да, они погибли. погибли. Да, очень Все много. есть, все это есть. И посмотришь в ТикТоке, в Телеграме все эти, как они выкладывают. Сейчас, наверное, меньше всего, но тогда выкладывали много. Да. Все кладбища забиты одни флагами. Каже, їдьте. Президент говорит, їдьте. Ну, едьте сюда, на Донбасс, вам там дадут. Будет у вас там и дом, у вас там все будет, и машины. Приехали, но нашли 2 метра. Кто виноват эта война? Почему война сейчас? Это политика, большая Это политика большая, мы туда не лезем. Ну, больше, конечно, не знаю. Надо сказать, что американцы... Американцы, не лезли бы американцы было бы все... в другие страны, туда, куда им не нужно было. Они везде. В Сирии, где они были, да? Да. В Сирии были. Их много было, везде. Куда они не посуются, там обязательно должна быть война. Так? Вы же прекрасно понимаете. Ну все. Спасибо. Спасибо. Извините. Можно представить? Колесник Иван Иванович, И вы откуда? город Селидово. Селидово. Мгм. И как обстановка там? Ну, сейчас уже получше, потому что россияне зашли. Ну, хохлы все равно стреляют, попадают. Хакли, что это слово? Украинцы стреляют. И почему это слово? Хохлы? Ну, так, русские нас хохлами называли, мы их москалями. Понял. И что вы могу сказать за русских солдат там? Молодцы, что освободили. И что вы могу сказать за украинских солдат? Ничего хорошего. У меня голоса, извините, нету, ничего хорошего. И несколько дней назад в США был выбор. Трамп Так, выиграл. ну, Трамп, надеемся на Трампа, что он же пообещал что-то решить в этом вопросе, в войне, ну, в конфликте в этом. Надеюсь, прекратится. Сколько же людей уже погибло, елки-палки. И мирных, и военных особенно. Ну, это жалко. Это же люди. Хоть с той стороны, хоть с этой, они все равно люди. Несколько дней назад был выбор на США. Трамп выиграл. Что вы могу сказать за это? За что? Несколько дней назад были выборы в США. Выиграл Дональд Трамп. Да, Что вы да. думаете по этому поводу? Да мы в политику не лезем. Нам... Я не знаю, кто из лучших, я не знаю,
какой президент у нас лучше. Мы на этого Зеленского молились, Да не за Зеленского тебе говорят. а Трампа... За Трампа. Ну, так потому что мы его знаем. Ты его не знаешь, А и я не Трампа знаю. я не знаю. Не знаю его как натуру, не знаю его политику, не знаю мнение людей. Как я могу сказать? Понял. И Зеленский? Зеленский. Зеленский. Что по поводу Зеленского можете сказать? Зеленский. Почему вы на него молились так? Я плохо слышу, Ну, простите. Куда перейти? Не могу отвечать просто. Я Вы, плохо- вы сказал, вы молились за Зеленский. Зачем? Что? Да, он себя так показал, таким борцом за наши права. А тут перелицевался. И что он сделает? Что? То он обещал на выборах, я сделаю перемирие такое, что даже если те украинцы, которые выехали за границу, они сделаем такие условия, они вернутся. И что он сделал? При его, во время вступления его в права, войска стояли возле села Золотого, это по телевизору показывали. Он приехал туда, а там в чаще бандиты сидят, неформированные эти Незаконное части. формирование. Бандиты просто засели в кустах. Он им сказал, убирайтесь. Они ему что-то крепкое сказали, после чего он молча потоптался, бабушкам похлопал по плечам, бабушки, все, я сделаю мир, все будет тихо. Только он уехал, Золотой им начали бомбить и пошли дальше. Как можно такому человеку верить? Оборотень! Простите, все. Извините. Вы откуда? Я город Украинск. Город Какой? Украинск. А, это именно город украинский, да? И как обстановка? Там? Здесь? Ну, там. Там очень плохая обстановка, очень. Там очень плохо. Там очень плохо. Город разрушен почти полностью. Люди бедные мучились, безусловно. И кто контролировал там сейчас? Не поняла. Кто там сейчас? Да практически уже никого нет. Нет, территории, кто контролирует? Россия, конечно. А, Россия. Конечно, конечно. И как вы думал за это? Что именно? Ну, это хорошо, это плохо? Хорошо. Да? Конечно, хорошо. Ага. Почему? Почему хорошо? Поймите правильно. Люди жили правильно на этой земле, на земле Донбасса. Они всегда разговаривали на русском языке. На территории Донецкой области проживало 114 наций и национальностей в советское время. Люди здесь приехали со всего Советского Союза, из Урала, из Ивано-Франковска, приезжали из Армении, из Грузии, со всего Советского Союза для того, чтобы строить шахты. Понимаете, в свое время. Город Украинск, он маленький город, безусловно, шахтерский город. В нем проживали люди, разговаривали на своем русском языке. Дети ходили в школу, изучали русский язык и украинский язык. И все это было хорошо. Ничего плохого абсолютно. Но после оранжевой революции начались, конечно, неправильно. Нам запрещали разговаривать на русском языке. Разве это хорошо? Но это же нехорошо. Вся беда в чем? Вся беда в том, что есть такое понятие, как правобережная Украина и левобережная Украина. Понимаете? Вот. Мы, Донбасс, всегда были ближе к России. Всегда были. В основном, не все, безусловно, но в основной своей массе, я не знаю, как это правильно выразиться. Понимаете, в основной своей массе были к России ближе. Если взять Житомирскую область, Ивано-Франковскую, там, Львовскую, там, Винницкую взять область, они всегда ближе к Западу были. Разве это плохо? Это хорошо, правда? Вся беда в том, что крайность, есть такое понятие крайность, из одной крайности в другую, так нельзя делать.
Люди должны жить мирно. Жить должны мирно. Война это всегда плохо. Всегда это плохо война. Разве я не права? Ведь если взять Италию, там есть такое понятие, как Северная Италия, правильно? Так? Но там ведь тоже люди немножечко другие, чем на юге живут. И как вы могу сказать, кто виноват эта война? Кто виноват в этой войне? Да. Западные США, Европа сказал, Россия виновата эта война. Вы знаете, я считаю, что в этом, вот именно здесь, вся вина в чем? Вся беда, наверное, в том, что есть такое понятие, как олигархи. Вот все время они ведут войны. Для чего? Для наживы. Война – это всегда возможность нажиться деньгами. Это военно-промышленный комплекс. Правильно? Правильно. Но я так считаю, что Россия не виновата. Россия не... Нет. Россия друг. Россия не может быть врагом. Никогда. Вы просто ее не знаете. На протяжении всей истории взять, если историю развития человечества, Россия делала только добро. Она защитила мир от чего? От агрессии Наполеона в 1812 году. В 1945 году Россия снова защитила весь мир от черной чумы, вот этого вот нацизма. Разве это правда? Но она не может быть врагом. Россия никогда не была врагом. Никому врагом. Да, бывают такие, ну как вам сказать, отдельные какие-то моменты. Ну, вы сами понимаете. Страна очень большая, великая страна. Это могучая страна. Здесь настолько православие в приоритете. Я считаю, что, не знаю. Я за Россию всегда была. Да, действительно, никогда не была за границей, но, может быть, когда-то посмотрю. Люди хвалят, кстати, людей очень хвалят. Говорят, простой народ именно, они очень добрые, так говорят. Но вся беда в чем? В олигархах. Больше никто не виноват. Только вот Россия делает только добро. Допустим, вот я ждала Россию. Почему? Теперь я могу спокойно разговаривать на русском языке. Но я не знаю, Россия это великая. Для меня Россия это все. И много, как вы, жди в России? Ждали Россию? Да, много гражданских. Да, я считаю, что да. Да. Россию ждали, потому что Россия нам близка. Вы не обижайтесь, не нужно обижаться на это. Дело в том, что еще Киплинг, аж читали Киплинга когда-нибудь? Киплинг. Не знаете Киплинга? Ну, как это вы Киплинга не знаете? Маугли. Маугли, да. Вот Ага, Он же, понял. какое у него есть стихотворение? Запад есть запад, восток есть восток. Не нужно никогда между собой их соединять, не получится. А просто Россия должна жить, должна и Америка жить. Почему? Должна и Англия существовать. Почему нет? Дружить только надо. Вы посмотрите, сколько в мире прекрасного, сколько в мире интересного. А мы чем занимаемся? Уничтожаем города. Зачем? Столько детей погибло, вы просто не представляете. Сколько всего. Летят вот эти, как их называют, ракеты. Ведь ракета ж не знает, куда ей лететь, ну как сказать, что там в этот момент находится ребенок. Ракета ж не знает, правда, что вот через 2 секунды на этом месте будет стоять ребенок. И ракета вроде бы правильно летит, а на самом-то деле не так. Война это всегда плохо. Я помню еще Владимир Ильич Ленин, мы учили, что он сказал, что худой мир лучше войны. Просто у России уже не было, ну как сказать, у нее не было другого варианта, как именно. И то, вы же посмотрите, никто же не хотел зла Украине, абсолютно никто не хотел. Все ведь, никто не хотел зла. Абсолютно никто. Ведь сразу же, когда должны были быть переговоры, что они сделали? Ушли. Ну правильно же я сказала. Россия не может сделать зла. Она не в состоянии сделать зла. Если бы Россия хотела сделать какое-то зло, поверьте, уже нет, еще раз нет. Россия великая страна, она добрая, в ней народ очень добрый. Он, конечно, у этого народа мало, может быть, каких-то там гаджетов, может быть, мало там какого-то интернета, хотя все это сейчас, все это есть.
Но у них душа другая. В России действительно у людей другая душа. Вот вам просто надо пожить немножко среди людей, и вы поймете. Страна очень большая, и разные люди есть. В ней есть и хорошие, и плохие. Ну, все есть. Ну, она великая страна. Нельзя унижать ее. Я думаю, сейчас пришел новый президент, вот, как его, господи, простите меня. Трамп. Да, я На считаю, США, Трамп. Дональд Трамп, если не ошибаюсь. Ну, просто, ну, я не... Ну да, несколько дней назад был выбор Да, на США, и извините, Трамп сейчас выиграл. своих проблем очень много. Тут тоже масса своих проблем, не знаешь, как выкрутиться. И что вы думал, с Трамп будет? Будет лучше здесь, хуже здесь? Что вы думал за Трамп? Что вы могли сказать за Трамп? Я хочу сказать, что Трамп, при всей его, как говорится, вот этой неординарной личности, он очень неординарная личность, я хочу сказать, очень неординарная, он такой эмоциональный, очень эмоциональный человек. Но он рассудительный в чем? В том, что, как ни говори, он все время занимается бизнесом, я правильно говорю? Человек, который занимается бизнесом, никогда не будет делать плохо для своей страны и для своих, как называют этих... Economy? Для экономии. А для того, чтобы экономика процветала любого государства, она же не может быть в вакууме. Она должна сотрудничать с кем? С великими державами, с той же Россией, с тем же Китаем. Россия, она всегда помогала. Ведь вспомните 1944 год, когда открылся Второй фронт, правильно? Было же такое? Второй фронт, по-моему, в 1944 году открылся, если не ошибаюсь. Но нашли же общий язык, и сейчас найдут. Это нормально. Я считаю, что Трамп нормальный, и все. Владимир Путин прекрасный президент. Я хочу сказать, что это великий человек, Владимир Путин. Владимир Путин, я считаю, что он настолько умен, настолько он проницателен, настолько у него выдержка. Ну, это, вы понимаете, я могу говорить много чего. Я считаю, что государству России повезло с таким руководителем. И я очень горжусь, действительно горжусь. Мне очень жаль, что Зеленский, ну, мальчишка еще. Он еще мальчишка. Зеленский это просто мальчишка, глупый маленький мальчишка, которому что-то пообещали, какие-то, по-видимому, амбиции. Я так думаю. Он просто глупый мальчишка. Нельзя, вы же поймите, вот всегда говорят так, вот у меня отец, Царство Небесное, всегда говорил, самый лучший, самый близкий родственник – это сосед. Потому что когда ты открываешь дверь, ты видишь не родственника, ты видишь соседа, правда? И в радости, и в горе ты всегда с ним, ну вот, я не знаю, я считаю, что Россия великая. Я за Россию, хотя мне сейчас очень тяжело, но где-то что-то меня не понимают в чем-то, мне очень плохо, но Россия, я горжусь Россией. Умом Россию не понять, аршином длинным не измерить. У ней особенная стать, в Россию нужно только верить. Россия – это великая страна. Сколько раз ее пытались, а все. А народы помирятся. Поверьте, пройдет много лет, и Россия и Украина, народы, вот, ну, люди будут между собой как-то. Будут. Просто не нужно вмешиваться. Вы живете, вот Америка, она существует за океаном. Чего она сюда лезет? Пусть разберется в своей Мексике. Я надеюсь, сейчас придет Дональд Трамп и разберется с Мексикой, с этой. Ведь там же ужас, что творится. Ну, геополитика, как всегда. Несколько дней назад был выбор на США за президента, и Трамп выиграл. Что вы могу сказать за это? Я могу за своего президента сказать, но за тех я... За своего президента это за кого? Интересно. Ну, у нас президент Путин, Пушилин, здесь это самое... Но твой сильный пункт Западной Украины, и США, и Европа сказал, это Украина страна. Но я не признаю тех западных президентов, которые помогают Украине оружием, что они расстреливают мирных жителей. Я это не признаю. Это не президент, это какой-то садист. Можно сказать, вас откуда? Мы из Горняка, город Горняк. Мы одна семья.
А, да? Да. Ага. И как обстановка там и тут? Там обстановка была ужасная. Последний месяц украинские военные город разрушали и сжигали. Особенно ночью вообще было невозможно находиться. Они просто спалили его. Я не знаю, чем они его сжигали. Они его просто полили. И разрушали, и разбивали. Минометами стреляли. Мы же не соображаем толком, как оно называется, эта техника военная. Но выходить на улицу было страшно в последний месяц. Потом пришли российские ребята. Стало совсем по-другому все. Добрые люди, отзывчивые, помогли нам выехать. Поделились водою с нами. Кому нужны были медикаменты, какие предлагали. А те еще изначально приехали и сказали: мы приехали вас убивать. Украинские ребята приехали и сказали: уезжайте отсюда, мы приехали вас убивать. Украинский солдат Да, сказал это. Да. И они сделают? И они делали это, да. Они, Почему? У них А- был приказ. у них- такой. они считали, что те, кто не выехал в Украину дальше, значит, это все сепаратисты, они все ждут русский мир. А то, что я там прожила всю жизнь в своем доме, в своей квартире, и мне некуда как бы особо выезжать. Я не хочу ехать дальше в Украину, я там не нужна. Я хочу жить здесь, у себя, в доме. Но несколько дней назад был президентский выбор на США, и Трамп выиграл. Что вас думал за это? Ну, вообще-то он обещал прекратить войну в Украине. Хочется верить, а насколько он будет, не пустые слова его будут, посмотрим. Но он же ж обещал прекратить войну в Украине. Посмотрим, как, насколько его слова с действительностью расходятся. All right, so you get an inside look of what the Ukrainian war zone refugees have to say about the U.S. election and Trump. So, not my words, their words. Think about it. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent.